Приветствую на своем канале, меня зовут Наталья. Сегодня в этом видео будет практическая часть, как вязать клин подъема и пятку бумеранг. В чем прелесть этой пятки? В том, что расчетов минимум, и можно вязать как сверху вниз носок, так и снизу вверх. Единственное, что хочу сказать, при том, что я, например, очень туго вяжу, но даже я при этом, в общем, не расслабляюсь, потому что тут весь фокус в том, чтобы хорошо затягивать все петли. Клин подъема. Значит, в первой части я говорила, сколько там можно прибавлять, сколько не нужно прибавлять. Прибавки я делаю через ряд. Например, на свой размер 36-37 я делаю 3 прибавки, даже на 38 я делаю 3 прибавки, потому что 3 петли, 3 прибавленных петли с одной стороны 3 и с другой стороны 3, это в принципе 1 сантиметр и 1 сантиметр. Если нужно больше, соответственно, берете 4, 5, на большие размеры можно 5-6 петель, и в зависимости от того, насколько высок подъем. Дело в том, что пятка бумеранг, она в общем-то достаточно глубока, но тем не менее, вот оказывается, некоторым людям нужны дополнительные петли. Значит, можно делать и между петлями делать прибавки, например, из петли из протяжки, да? То есть любым способом, какой вам больше нравится, вы прибавляете петли. Так? Я, например, могу делать из петли предыдущего ряда. То есть вот это у меня лицевая сторона. Она у меня поделена 15 и 15 петель. У меня всего 60 петель набрано. Там, где пятка, у меня все на одной спице, все 30 петель. Вот я по переду. Так? Я по переду, либо между, так тоже можно, если из протяжки, да. Если из протяжки я делаю, допустим, у меня там какой-то узор такой, я не хочу переходить на переднюю часть, да, я делаю вообще-то из протяжки между спицами. Сейчас я буду делать по-другому. Значит, смотрите, в первой части я показывала, как делать прибавки по мыску, там от центра влево, вправо. То есть, если вы хотите здесь сделать точно так же, то есть из протяжки, то можете посмотреть первую часть. Если вам надо делать изнаночными петлями, значит, также будет ссылка внизу в описании. Так? Я покажу другой немножко способ. Значит, как я сказала, что принцип, особо я разницы не заметила, в какую сторону я делаю вот этот клин подъема, прибавки. Поэтому вот первую петлю я провязала лицевой. Дальше то есть подбираю протяжку из петли предыдущего ряда, именно предыдущего, не того, который только что провязала. Вот моя только что провязанная петля, я ее не трогаю. Это из петли предыдущего ряда, то есть тот, который был до этого связан. Вот я его провязываю, так, иду на другой конец спицы, то есть я пришла на другую сторону переда, тут я сделала прибавку, и теперь тут я буду делать прибавку. Подошла к последней петле, так, здесь я ее еще не провязывала, поэтому вот моя петелечка предыдущего ряда, так, я ее провязываю, теперь провязываю эту. И таким образом я прибавляю столько петель, сколько мне нужно. У меня появляются вот эти дополнительные петли для клина. Значит, я провязываю таким образом через ряд, делаю вот эти прибавки. И последний ряд, который без прибавок, то есть шестой последний ряд без прибавок, который уже будет перед пяткой, когда мы будем делать укороченные ряды, я провязываю с особой тщательностью, обращая внимание на вот эти вот места.
То есть затягиваю их хорошенько, крепко, крепко все стягиваю. То есть вот эти вот места, когда мы переходим с одной спицы на другую, должны быть тщательно подтянуты. Ой. Вот прям в упор, под упором таким. Это для того, чтобы тут вот ничего не расходилось и никаких дырок не было. То есть даже я туговяз, и то обращаю на это особое внимание, то есть делаю еще туже, еще туже. И желательно даже вот эти петли перед тем, как уже переходить на пятку, тоже как-то их туже вязать, чем вот вы обычно вяжете. То есть вот этот ряд, который перед пяткой, обратите на него внимание и провяжите туго. Когда я сделала вот этот клин, так, прибавила петли столько, сколько мне надо, и последний 6-й ряд я провязала уже ничего не прибавляя, хорошенько затягивая петли между спицами, а также я провязала передние 2 свои спицы, и спицу я провязала та, которую я отвела для пятки. Вот мои 30 петель, и это моя пяточная спица, где все 30 петель на одной спице. Я дошла вот до конца, так, вот, разворачиваю вязание. Теперь я буду делать пятку укороченными рядами. Немецкий способ вытягивания петли, как бы сдваивая ее. То есть вот я развернула вязание, да, перешла на изнаночную сторону, переснимаю петлю, и вот у меня есть изнаночная сторона петли, а есть лицевая. Я вот эту нить тяну на лицевую сторону петли, для того, чтобы у меня вот так вот сдвоилась петля. И я ее хорошенечко, вот она у меня до упора вот так вот сложилась. И только после этого я начинаю хорошенько, я затянула вот эту петлю, которую вот нитку, которую держу, да, я ее прям затягиваю и иду на второй, ну, на другой край спицы, для того, чтобы сделать там то же самое. Подхожу ко второму краю спицы, так, вот я ее провязываю изнаночной, последнюю, разворачиваю вязание на лицевую сторону, так, вот, переснимаю вот эту петлю, вот, и опять нить я тяну на лицевую сторону, для того, чтобы у меня вот так вот сдвоилась вот эта петля до упора, так, до упора это делаю. Держу нить, которой буду дальше вязать, да, то есть она у меня вот туго, все туго. И иду опять по лицевой стороне к первой сдвоенной петле. Вот еще одна петля, так, и вот остается сдвоенная петля. Я до нее дошла, ничего я с ней не делаю. На этом этапе я разворачиваюсь, иду обратно, точно так же вот как шла по изнаночной стороне. Перед этим петлю переснимаю, завожу нить на лицевую сторону петли, так, затягиваю ее так, чтобы она вот сделала вот такое сдвоение, так, до упора. Затянула, иду обратно, как я и шла по изнаночной стороне, точно так же дохожу до изнаночной петли, делаю все те же вещи, которые вот делала. То есть дохожу до предпоследней изнаночной петли, разворачиваюсь, затягиваю. Предпоследняя изнаночная петля, разворачиваюсь. Тянуть нить я буду на лицевую сторону петли, то есть вот я ее переснимаю, так, пересняла, заворачиваю нить на лицо и тяну для того, чтобы вот так вот она сдвоилась.
специально взяла такую пряжу, мне кажется, что очень хорошо видно. Вот видите, это первая петля, это вторая. И таким образом я прохожу, то есть я уже говорила в части там первой, значит, у меня пятка 30 петель, так, 30 петель на пятке. 10 петель с одной стороны сдвоенных должно получиться, 10 петель с другой стороны сдвоенных должно получиться, и посередине 10 петель, которые мы не трогаем. То есть когда у нас вот здесь вот здесь вот появится 10 сдвоенных вот таких петель с одной и с другой стороны, мы встречаемся. Вот я провязала. У меня здесь 10 петель сдвоенных. И с другой стороны 10 петель сдвоенных. Видите, хорошо видно. И по центру у меня также эти самые 10 петель центральные. Так? Теперь будем их провязывать. Значит, сначала я провязываю центральные петли. И теперь перехожу на вот эти петли сдвоенные. Тут самое главное обязательно захватить вот эти прям две стенки петли, две стенки, и провязать лицевой, так, и затянуть. Так. Следующее точно так же, вот две стенки захватила, провязала, затянула, две стенки захватила, провязала, затянула, именно две так. Все туго, не расслабляется. Эта пятка такая, что вам расслабиться не даст. Так, подхожу к последней. Вот так. Подхватила, провязала. Перехожу на свои передние спицы, то есть перед, на свои спицы. Тут, допустим, у вас узор, значит, вяжете по узору. У меня здесь узора нет, но в любом случае вот эту первую петлю, на которую я вам говорила, обращать внимание, вот эти вот между спицами хорошенько продолжаем затягивать, прям вот сильно затягиваем, ну и провязываем петли. Так, провязала одну спицу, провязываю, дохожу до конца второй спицы, вот, то есть 15 провязала по переду, дохожу до второй спицы, затягиваю вот эти нить хорошенько, вот эту вот, которая у меня, я ее хорошенько так затягиваю, да, никаких шансов дыркам не даю, и у меня пошли опять вот эти сдвоенные петли, понимаете, только я их уже провязываю вот с этой стороны, тоже обязательно за 2 дужки, за 2, и хорошенько подтягиваем. Опять за 2 дужки, именно за 2, именно за 2. Не теряем вторую. Если потеряем, у нас петля растянется, будет дырочка. Ну, не дырочка, а такое будет. Ненужное окошко у нас такое будет. То есть провязываем вот так. Ну, вот как надо затягивать, видите, я еле-еле туда прямо пролажу. Так. И последнее. После этого
я прохожу 2 ряда без ничего, просто по кругу. То есть перед я провязываю, если у меня там узор, то я вяжу узором. Ну а пятку я просто провязываю все петли лицевыми. Все петли лицевые провязываю. Так. И все равно между спицами я все так же все затягиваю. То есть все равно я еще не расслабляюсь. Ну, вот. Потому что нас ждет вторая часть пятки. Так, после того, как я провязала 2 ряда, после вот этих сдвоенных петель 2 ряда. Для чего мы их провязываем? Для того, чтобы у нас сразу опять будем вытягивать петли, будет тут сильно такое все затянутое с дырами и все остальное. 2 ряда провязали, пришла опять на пятку, 10 петель, то есть у меня здесь 30 петель, 10 на одну часть, 10 на другую, 10 посередине. Если у меня здесь 29 петель, значит все, что у меня не делится, я ставлю в середину. То есть 29 петель это 10, 10 и 9 посередине. Если у меня 31 петля, 10, 10 и 11 посередине. Я думаю, понятно. Значит, после 2 рядов пришла к пятке, 10 петель я здесь провязала. Это те петли, которые мы опять будем сдваивать, только уже в другом порядке. Мы от центра будем идти к краю. Значит, 10 петель, которые сдваивать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель средние, которые мы не трогаем. То есть 10 петель, 10 петель и 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Которые опять-таки будут участвовать в обратном сдваивании, опять в укороченных рядах. То есть первую петлю не на вот этой петле, которую мы 10 провязали, так, а на первой петле из этих 10 петель, мы ее провязываем, так, и разворачиваемся. Переснимаю. Опять-таки на лицевую сторону тяну, на лицевую сторону петли, провязываю вот эти центральные 10 петель. И дальше провязываю первую из этих 10 петель и на ней разворачиваюсь. Ну, в общем, вы поняли, таким образом я иду уже в обратном направлении. То есть провязываю вот эти петли средние. Дохожу до сдвоенной петли, обязательно ее провязываю тесненько. Дохожу до следующей петли, разворачиваюсь, иду обратно, переснимаю, перекручиваю до упора и иду назад. То же самое делаю по изнаночной стороне. Только вот эту изнаночную, вот 2 изнаночные, да, я буду провязывать. Мне надо подхватить вот за вот эту первую, как бы мне показать. Сейчас. Вот так я подхватываю, видите? Да, неудобно, ну что делать? Зато красиво. И подтянула. Иду следующую и разворачиваюсь. Ну, все делаю, все то же самое, что и делала. Ой, затянула. Сейчас я это все подхвачу. Сейчас. Так, разворачиваюсь. Опять
сдвоенную делаю и иду в обратную сторону. Еще раз покажу, как я сдвоенную петлю провязываю по изнаночной. Еще раз покажу, как я сдвоенную петлю провязываю по на изнаночной, да? Завожу спицу, то есть мне надо не вот так вот ее провязать, да, а завести за вот эту самую первую сдвоенную, вот так у меня спицы должны, видите, идти параллельно, так. Потом я себе вот так помогаю и туда. Но поначалу трудно, потом оно как-то нормально так. Ну, все, разворачиваюсь. Встретимся уже у края. Это уже, так сказать, апофеоз пятки, да. У меня вот здесь сдвоенная петля, то есть последняя сдвоенная петля. Я прохожу вот эту всю спицу, на которой у меня 30 петель, так. И провязываю с этой стороны сдвоенную петлю. Опять-таки обязательно попасть надо, чтобы 2 затянуть. Перехожу наперед. Подтягиваю, провязываю. Значит, хочу сказать, если вдруг вы где-то там, ну, что-то не затянули вот в этом моменте, да, вот когда в первый раз там проходим вот это место, вот когда второй раз вот сейчас проходим вот это место, и вы видите, что что-то где-то провисло, не надо ничего распускать и падать в обморок тоже не надо. Значит, если вы видите вот эту провисшую какую-то стенку петли там, берете ее, подтягиваете, перекручиваете и провязываете вместе с вот этой первой петлей, так, чтобы эта петля накрыла эту перекрученную петлю. И все. То есть так, как мы делаем, например, когда вяжем французскую пятку, вот, или пятка подкова она называется. То есть ничего такого ужасного в этом нет. Бывает, что пряжа такая, что она как-то, ну, сильнее растягивается. Не всегда же вяжем, да, с носочной пряжи, например. Так, прохожу последнюю эту петлю. Так, затягиваем. Так. И вот эту вот последняя у нас сдвоенная петля, которую мы не провязали, да, мы ее провязываем вот как провязывали в первом сете, да, вот так вот за 2 дужки просто лицевой провязываю, все затягиваем, все тут хорошенько затягиваю, чтобы вот здесь никаких дырочек вообще не было. И уже переходим на круг полностью. Единственное, что нам еще останется, убрать вот эти дополнительные петли. Значит, провяжем 2 ряда, я провяжу после вот этой пятки и будем убавлять тогда петли. После того, как я провязала 1 или 2 ряда, так, после уже этой пятки, так, перехожу на переднюю часть. И мне надо убрать вот эти петли, которые я делала, то есть клин подъема. Все, он мне уже не нужен. Значит, если я, к примеру, говорила, что прибавки я делаю и в одну сторону, и в другую, как бы, и таким методом, и сяким, тут я лично для себя, мне нравится, когда убавка идет по направлению к центру. То есть справа в центр, слева в центр. Значит, опять-таки провязываю вот эту первую петлю и дальше меняю местами. Вот так, да. То есть за другую дужку по направлению справа налево, скажем так, да, провязываем. Ну, дело вкуса, можете попробовать и по-другому. Можно также брать сразу первые, то есть не провязывать первую петлю, а затем провязывать вместе. Можно сразу первую, вторую провязали вместе, ну, поменяли
другой стороной дужки поменяли и провязали. То есть это уже, ну, оно ни на что не повлияет. Суть будет такая. Мы убираем вот эти наши прибавочные петли. Дохожу до другой стороны и покажу, как делаю. У меня 3 петли на спице. Здесь я ничего не разворачиваю, провязываю слева направо, то есть слева к центру, да, 2 вместе, подтянула и вот эту последнюю. Но опять-таки скажу, что можно провязывать сразу 2 крайние вместе, тоже нормально. Таким образом то есть через ряд, один ряд я ничего не убавляю, один ряд я убавляю. И таким образом я сокращаю вот эти набранные петли. Первую петлю провязываю, переснимаю. Так. Вот такая глубокая и красивая пяточка получается. На самом деле она очень удобная. Может, она кажется странной. Вот. Из-за вот такой прям выпуклости. Но на самом деле она очень удобная. Клин подъема присутствует. Так. Клин подъема. Вот эти вот обращаю внимание, что тут все затянуто, так, с одной стороны, с другой стороны. Опять-таки, если вдруг что-то где-то вот на этом этапе провисает, подцепливайте точно так же, как вот в классической пятке. Подцепили, перекрутили эту провисшую нить и провязали с вот этими первыми петлями так, чтобы первая петля закрыла вторую. Точно так же и с этой стороны. И все. Вот такая история. Буду благодарна, если вы оцените мою работу лайком, комментарием, подпиской. Заходите в мои плейлисты «Узоры и полезности», в готовые работы. И до новых встреч. Всего доброго. Пока.